В 1961 году в Иерусалиме проходил суд над Адольфом Эйхманом, нацистским преступником, вывезенным израильской разведкой годом ранее из Аргентины, где он скрывался от правосудия после окончания Второй мировой войны. На суде присутствовала Ханна Аренд, корреспондент The New Yorker, написавшая впоследствии книгу «Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме». Противоречивое и чересчур честное произведение, в котором автор рассуждает о моральных аспектах исполнителей самых нормальных людей, отказавшихся от своей совести и закрывших глаза на суровую действительность, на которых и держался фашистский режим Третьего рейха. Автор пришла к выводу, что зачастую виновниками и соучастниками жутких преступлений становились вовсе не сверхзлодеи, а самые обыкновенные и заурядные люди. Шестеренки тоталитарной системы, которыми зачастую движет только желание карьерного роста и отсутствие понимания ответственности за свои действия. Ведь они просто хорошо делают свою работу. Последствия этой работы имеют второстепенное значение, даже если они приводят к лишению свободы, пыткам или гибели людей. Пропагандисты, лгущие, распыляющие ненависть телеэкранов, учителя, покорно фальсифицирующие очередные выборы, судьи, зачитывающие заранее заготовленный обвинительный приговор и, к сожалению, многие другие самые нормальные люди, ответственные исполнители, которые просто делают свою работу. Но сегодня я хочу поговорить не о всех, а об одних из, о сотрудниках бухгалтерских и экономических служб, чаще из системы Минсктранса и ЖКХ. Иногда из других. Пока репрессивная машина Лукашенко продолжает выносить новые приговоры по надуманным обвинениям, тысячи незаконно осужденных уже томятся в застенках тюрем, а десятки тысяч их родственников и друзей страдают с другой стороны стены в поисках средств для погашения насчитанного заключенным ущерба. А тем временем режим вербует и внедряет в свой механизм репрессий новые шестеренки, новых соучастников своих преступлений. И это не представители карательных, силовых структур, а сотрудники вполне себе гражданских ведомств и учреждений, бухгалтеры и экономисты. Именно они составляют и предоставляют расчеты сумм для возмещения так называемого ущерба, дополняя обвинения еще и неподъемными для осужденных и их близких долгами. Ущерба от участия в мирных протестах, от покрашенной в бело-красно-белый цвет скамейки, которая до этого уже давно не видела краски. На этой неделе 2,5 года присудили бывшему руководителю Ахову Птушек Батьківщини, ученому, орнитологу Виктору Финчуку, за несколько фото с протестных маршей. Они же стали причиной гражданского иска со стороны Минсктранса на сумму 196 тысяч белорусских рублей, 76 тысяч долларов. Кстати, подобные исковые требования услышали практически все политические заключенные, которые принимали участие в акциях протеста с августа 2020 года. Минсктранс считает, что протестные акции нанесли ущерб столичному городскому транспорту. В условиях его убыточности намного проще было бы посчитать сэкономленную сумму, не правда ли? Они умудряются расписать несуществующий ущерб в огромные цифры, только по им одним известным, явно не математическим формулам. Расписать и подписаться под этим преступным расчетом. Но это подпись под сфальсифицированным документом. Уже больше года волонтеры собирают и фиксируют все так называемые расчеты ущерба и их составителей. Многие из причастных к фиктивным расчетам работают на два фронта. Делают расчет по требованию суда, а после передают эту информацию с пояснениями для фиксации принуждения их к таким неправомерным расчетам. И правильно делают, потому как их руководители в первую очередь будут ссылаться на специалистов и делать вид, что они ни при чем. Чем они уже вовсю и занимаются. Это косвенно подтверждает слова юрисконсульта Минстранса Светланы Батьковой, представляющий интересы этого предприятия в заседаниях суда. Отвечая на вопрос, откуда такие огромные суммы ущерба для возмещения конкретным людям, Светлана пояснила, что все расчеты прилагаются к делам. Их делают компетентные специалисты. Так происходит при рассмотрении всех политически мотивированных дел. Как юрист, Светлана понимает, насколько важно вовремя переложить ответственность на стрелочника. Но она также понимает и то, что имеет значение не только подпись под незаконным расчетом, но и то, кто отдал распоряжение его подготовить. Понимает это и ее руководство. И руководство на различных уровнях.
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев подтвердил, что с участников протеста взыскиваются суммы, которые выставлены со стороны коммунальных служб. Рано или поздно все эти незаконно взысканные суммы, которые придавили сверху тяжелейшим финансовым бременем политических заключенных, будут возвращены тем, у кого их отняли. И, конечно, за счет тех, кто их насчитывал и отнимал. Зло банально, и я очень надеюсь, что в каждом из нас хватит добра и ума не повторять ошибки истории. Обсудите это в курилках Минсктранса и ЖКХ.